находился в Осло. Вот. Сейчас поеду на загрузку в город Моss и буду загружаться на Берген. И, собственно, в этом видео мы рассмотрим, какие же дороги идут на Берген, какими маршрутами оптимально ехать. Как в ту сторону, так и в обратную сторону. Вот. Посмотрим, какая загрузка будет. И сейчас нам предстоит выехать из частного сектора. При таких маневрах всегда учитывайте, чтобы вы не перекрыли прицепом трамвайные пути. Становится мало возможным, так как сегодня пятница. Ну и как всегда в любую пятницу пробки в столице Норвегии. Так, уже 14:40, мне остается 20 минут до закрытия загрузки. Вот. И мне по-прежнему остается еще 50 километров, пробка продолжается. Итак, подъезжаю к фирме, на которой должен был грузиться, и сейчас вот уже на данный момент 15:20, и я либо убедюсь, так сказать, что она закрыта, либо же все-таки меня там ожидают, и либо же вообще, как бывает, что у менеджеров есть информация, скольки работает фирма, но не до скольки работает склад. На 10 метров к целевому пункту, и где наша фирма? А вот, наверное, да? Энгросс-сервис. По-моему, меня ждут. Немножко я попутал название, и это оказалось вообще не моя фирма, пришлось дать обратно назад. Но вот, моя фирма вот это вот. Слева. Там сидит тоже какой-то чувак. Возможно, он ждет меня. Все в порядке. Фирма работает. Сказал парковаться мне вон в той штуке. То есть, о чем я и говорил, что офис у них закрывается в 3, но сама загрузка у них работает до 5. Так, загружаю. Я не знаю, что это.
Но это что-то для дороги, какие-то добавки или что это. Вот. Общий вес у меня должен составить 28 тонн. Поэтому первый палет я поставил. Дальше буду ставить 2, 2, 2. И еще будет ряд разделений. 1, 2. И потом до конца прицепа все заставлю. Также накидываю сейчас ремни. Вот, буду крепить. Вот, поставил еще одну одиночку. И дальше все по 2 до конца прицепа. Так, загрузился. 29 тонн у меня вышел общий вес. Все, сейчас закрепляю последние ремни, затентовываюсь и поехали. Так, все. Затентовался. Все убрал. И значит, что первое делаем при загрузке таких тяжелых грузов? Проверяем нагрузку на ось. Вот. У меня все в порядке по всем осям. Поэтому смело можем ехать. Значит, загрузились верно. Значит, вот наш маршрут. Значит, на 16-ю. С 16-ю идем на семерку. Вот. И потом мы уезжаем на 52-ю. Поедем через перевал. Спустимся обратно. Получается, мы попадаем на 16-ю. Вот. И потом уже прямой наводкой мы едем в сторону Бергена. Выгрузка у нас будет за Бергеном, возле аэропорта. Вот. Значит, сегодня мне осталось работать недолго, около часа, поэтому ничего интересного уже сегодня не будет. Завтра с утра продолжим. Всем пока. Доброе утро. Вот скажете, вот как уже светло, 5 утра. Да, но в принципе не темнело, так как в Норвегии уже начинается сезон, так сказать, белых ночей. Вот. Об этом когда-нибудь поподробнее расскажу и про полярный день, и про полярную ночь. Вот, сегодня наша задача доехать вначале до заправки и помыть, попытаться стекло, потому что у меня очень много трупов и на лобовом, и на боковых. Поэтому попытаться хоть как-то это сделать почище. Набрать кофейку и доехать до пункта назначения. Мне заехал я на заправку, взял кофе, а стекло так и не помыл. Ведра все были пустые, без воды, поэтому едем дальше. И, собственно, хочу вам показать вначале вот такой дорожный знак с информацией в направлении Бергена. Сколько километров и какими дорогами. Значит, смотрите. Е16. Самый длинный маршрут 471 километр. Просто едем всегда по Е16, без всяких съездов, никуда. 7.52 Via Gol. То есть это сейчас мы будем скоро съезжать на дорогу номер 7. Потом с этой семерки будем съезжать на 52 и потом обратно будем возвращаться на 16. 431 километр. Просто по семерке ехать, последнее положение, 401 километр. И 7.50. По ней редко кто ездит вообще, если только у тебя выгрузка где-то будет по дороге. Зимой эту дорогу то же самое также не использует никто, только за исключением случая, когда 52-я, 16-я и семерка вдруг закрыты от погоды, а 50-я почему-то открыта. Ну, это, конечно, маловероятно, но я не знаю, почему, зачем еще по ней ездить. Туристам, да, это туристическая реальная дорога, там очень красиво, то есть тоже туда стоит ездить тем, кто ездит. Турист. Подъезжаем к кольцу развязки. Одно прямо направление по 16-й, самая длинная дорога.
И налево уходим по кольцу сейчас на семерку. И потом уже мы с семерки будем уходить на дорогу 52. Отлично, так как у нас утро, машин вообще нету. Мне это очень нравится, что можно ехать как хочешь. Можешь посередине дороги ехать, можешь по встречке. Единственное, что бегают лисы, бывают. Ну, надеюсь, встретить хотя бы лось какой-нибудь, чтобы где-нибудь по кустам каким-нибудь шарахался. Вот так интереснее. А вот и наши друзья бегают. Маленькие. Продолжаем двигаться по семерке. И подъезжаем мы к такому городку небольшому. Что есть в этом городе? И здесь есть одна из достопримечательностей Норвегии. Вот такой вот тролль. Нет, это, конечно же, шутка. Не про тролля речь идет. Здесь есть Бьорн Паркен. Это большой зоопарк, так сказать, зоопарк-заповедник. Это самый большой, насколько мне известно, в Норвегии. Может быть, когда-нибудь попадется мне здесь остаться на какие-нибудь выходные, но это маловероятно. И вот, собственно, там он находится. Очень большая территория. Волки, медведи, там лисы, кто-то еще, не знаю, но основной акцент на медведей. Значит, ситуация такая в Норвегии с медведями и с волками. Когда-то их там в далекие годы выселили силой из Норвегии. Ну вот, да. Типа не могли Норвегии жить на одной территории вместе с дикими зверями, поэтому они их выгнали. И как-то в данный момент они отслеживают движение с Финляндии и просто их как-то не допускают. Или как они их там отпугивают, какими способами, непонятно. Вот. Но раньше в старину, то есть в Норвегии было очень много медведей и очень много волков. Сейчас же их просто здесь не существует. И поэтому люди на них смотрят только в таких парках национальных, зоопарках, так сказать. Ну а мы уже, видите, как начинаются у нас горы раскрываться во всю свою красоту. В раннее утро под освещение солнцем это очень красиво выглядит.
Так, подъезжаем мы уже скоро к развязке 7:52. И я только что прощелкал информационное табло, которое будет стоять за 2 километра, за 1,5 до первого кольца. Там указано, открыта ли дорога или закрыта. Вот. И также, если там движение в колонне, либо же просто все открыто и свободно можно ехать. Вот первое кольцо. У нас здесь билд-тема и большой трак-паркинг. Вот такой вот значок, обратите внимание, с грузовичками. Это в Норвегии все специализированные паркинги под грузовики. Горные речки Норвегии — это, конечно, отдельная тема, тем более в период, когда снег тает на вершинах гор, спускается ручьями, водопадами вниз, и здесь самый начинается пик где-то вот с начала мая до середины июня, когда просто напор и мощность этих рек просто завораживает. И вот это кольцо. Прямо пойдешь, на 7 попадешь. Направо пойдешь, на 52-ю поедешь. Вот также про то информационное табло, которое я вам так и не показал. Значит, там и написано, допустим, 7-я дорога закрыта. 52-я движение в колонне. Все понятно, едем на 52-ю в колонну. Либо же и та закрыта. Все, едем тогда, становимся на паркинг, ждем дальнейшей информации, проверяем ее. Тут уже кто чем пользуется. Я пользуюсь официальным норвежским сайтом. Ссылку оставлю в описании. Значит, в чем отличие 52-й и 7-ки? Рассматриваем, когда мы едем с Осло на Берген. Значит, 52-я, во-первых, ниже. Во-вторых, за счет того, что ниже, она находится более защищенная горами с обеих сторон, и там не такой сильный ветер зимой. 7-ка высокая, это одна из самых высоких дорожных перевалов. И там зимой постоянно бушует ветер и переметает. Даже если не идет снег, там все почищено, то там дует ветер и также начинает переметать дороги. То есть вся зима, весь период зимы, практически с ноября по май, там движение в колонне. Ну, в апреле, конечно, уже там по ситуации. То есть бывает открыто, бывает закрыто. В зависимости от скорости ветра. И также сейчас, если бы мы поехали по 7-ке, то, конечно, мы бы увидели, что там все в снегу. Вот. Ну, на 52-й, я думаю, сейчас уже никакого снега не будет. Тем более сейчас несколько дней были очень жаркие. Поэтому зимой выбирают все, конечно же, 52-ю. Тем более, кто первый раз на Скандинавии, или не очень много опыта, или просто с тяжелым весом, опять-таки, что ну, сюда более проще ехать. Но, хотя, когда две дороги открыты, и 7-ка, и 52-я, зимой, то стоит задуматься, конечно, если у тебя не сильно тяжелый вес и нету ветра сильного на 7-ке, вот, я бы, наверное, выбрал бы 7-ку. Почему? Потому что на 52-й будет больший поток машин, и вероятность того, что там кто-то не подымется все-таки на перевал, возрастает гораздо больше. А чем это грозит? Что кто-то будет ехать спереди и просто заблокирует дорогу, и ты остановишься без цепей за ним, и все, ты уже никуда не тронешься. Обратите внимание, вон там на вершине горы, как в гор сливается водопад, тает снег.
через 150 метров у нас знак Getting Plus, место, где отъют цепи. Я так понимаю, это вот здесь. Здесь стоит ящик. Там, скорее всего, будет, ну, либо песок, либо какая-нибудь посыпуха. Везде, перед всеми подъемами по всей Норвегии всегда устанавливается этот знак. То есть только где-то в очень глухих местах, допустим, вы можете не увидеть это место. Дают о себе знать при трогании в гору. Очень тяжело она разгоняет. Расход моментальный в таких моментах около 300 литров на 100. К сожалению, я не могу показать на данном автомобиле. Здесь просто нету моментального расхода, он здесь не показывается. Здесь есть только средний расход за участок пути, который можно выставлять. Рено посчитала, что это не нужно у них. Вообще, как бы, по меню автомобиля очень здесь слабовато. Реально, информации очень мало. Даже хотя бы возьмем остаток топлива. Я напомню, это машина 2020 года, декабря. Здесь остаток топлива показывается вот таким вот дебильным датчиком. От Blue, типа голубенькая полоска. И топливо, то есть в одном датчике. То есть, ну, это какой-то кошмар. То есть я не вижу, сколько у меня литров. Неудобно, я считаю, это очень. Смотрите, с какой мощью горная речка сейчас течет.
мы подъезжаем к шлагбауму. И также вы видите, здесь есть длинная обочина асфальтированная. Этот шлагбаум закрывается, когда совсем туго на перевале. Также перед ним собирают машины для движения в колонне. Ну и, конечно же, я говорю про зиму. Летом никто ничего, здесь все тут в порядке, все едут, ничего не закрывается. Может быть, в редких случаях, когда какой-нибудь будет происходить ремонт дороги. Также вы вот перед этим шлагбаумом можете, до шлагбаума, если вы цепи не одевали, и вы видите, что ситуация там плохая. И также перед этим шлагбаумом вас могут обязать одеть цепь. То есть будут проходить лица и говорить им, чтобы вы одевали цепь. Кто-то рассказывал, я не попадал в такую ситуацию, что заставляли одеть все цепи. Но я лично с таким не сталкивался. Ну и вообще, в принципе, где я не ездил, где было движение в колоннах, то есть я никогда не попадал на то, чтобы говорили одевать цепи. То есть мог, допустим, проезжающий там очиститель или кто там чистит, либо снегоочиститель ездит, либо огромный тоже Амкадор может это чистить. Вот они могут говорить, рекомендовать, так сказать, слушай, одевай, потому что там как бы жопа. Но чтоб силой кто-то меня никогда не заставлял их одевать. Вот на этом подъемчике, по которому сейчас я крадусь, вот у меня первый рейс был по 52-й зимой, и меня Норвег уже начал тормозить, я вижу это издалека, и я его пошел обгонять. Было скользко, обочины были все заснежены, то есть дорога была узкая, но он тоже немножко, как смог, прижался, увидев ситуацию сзади, и я его спокойно объехал. Конечно, я немножко вспотнул, пока его обгонял, но не без этого.
проехал я перевал. Не было смысла полностью показывать его прохождение. Ну, ничего особенного там нету, тем более лето. Вот. Поэтому покажу вам еще спуск с 52-й. И также вы сможете понять, какой он будет подъем, когда вы будете ехать в обратную сторону. На что стоит обратить внимание. И у вас будет ясная картинка всего происходящего. Работа моторного тормоза. 4 уровня. То есть понятно, да, что первый режим слабее, второй сильнее, третий, четвертый и так далее. То есть четвертый самый максимальный. Также есть в Renault, вот она ручка сама переключения, что при затягивании ее, стараюсь показать. То есть у нас сейчас четвертое включено положение, но мы можем также зажать, держать, и это будет типа максимальное усилие. Вот. То есть она сбрасывает передачу, за счет этого увеличенных оборотов она быстрее притормаживает. Но у меня уже чересчур медленно. Отпустим. Всегда, конечно же, в горах пользуйтесь моторным тормозом, потому что вы быстро спалите нахер все тормоза и на прицепе, и на машине. Также вручную можно сбрасывать передачу для быстрого усиления. Немножко запозданием в Renault. Если вы вот видите спуск и сразу затягиваете моторник, то происходит пауза где-то вот в секунды 2. Поэтому всегда рассчитывайте это время, что нужно заранее его затягивать, потому что в самый притык не прокатит. Да, если здесь не посыпано, когда вы будете ехать обратно с Бергена на Осло, ну, в направлении Осло, то с тяжелым весом, без цепей вам здесь нечего делать абсолютно. Сразу вы попадете на бабки. Ставки начинаются за Викинг от 800 евро. О Викингах я как-нибудь расскажу попозже, подробнее, может быть, перед зимой я детально покажу, какие их виды. Постараюсь найти расценки на них. Но, как известно, немножко есть такое дело, что ценник Викинги все идут частные компании, они никак не привязаны к государству. Это чистый заработок норвегов.
ценники за каждый подъем устанавливаются всегда разные. Никакой фиксированной ставки точно нету. Ну вот самый, допустим, простой, вот если вы на таком подъеме остановитесь, просто аккуратно, вы не съедете к отбойнику, там, ровненько будете стоять, просто не сможете ехать, и по каким-то причинам вы там тоже не сможете одеть цепи, то за такой подъем, ну, вроде бы как минимум 800. Я не сталкивался с викингами никогда. У меня 3 зимы отработанные на Скандинавии, но никогда никто меня никуда не подымал. Всегда все своими силами было. Либо заблаговременно цепи одевал, либо без цепей проскакивал. Так, вот мы, собственно, выезжаем обратно на 16. Подъезжаем к самому длинному дорожному тоннелю в Европе. Тоннель длиной в жизнь. Находится он в Норвегии, на 16-й дороге. Длина 24,5 метра. Но по факту, мне кажется, он 26 выходит. Я вас кратенько по нем проведу. Покажу его особенности, что в нем есть. Пешеходам, велосипедам сюда нельзя. Красная подсветка. Только потолок, больше ничего не подсвечивается. Также можем включить такие вот боковые с 2 сторон лампы красные, потухают, загораются. Такие, как называются они правильно, как ночники. Вот первые кармашки по обе стороны. Красиво, да? Такой же красивенький. Значит, в этих карманах нету туалетов, поэтому нечего рассчитывать, и лучше сходить в случае чего до тоннеля в туалет. Здесь установлены только урны для мусора. Вот. Ну и в первую очередь, для чего эти карманы, наверное, предназначены для тех, у кого есть проблемы там, замкнутых пространств, темноты, и вот 25 километров ехать могут быть у людей. Возникать, наверное, такие проблемы. Все 3 эти кармана, они равномерно распределены по всему тоннелю. Самое приятное ощущение, когда выезжаешь с таких тоннелей длительных, когда тебе на выезде из тоннеля солнце бьет прямо в стекло. Особенный кайф. Но этот тоннель, он более еще светлый, здесь хорошее освещение. Но есть тоннели, где реально очень слабое освещение, либо оно может вообще отсутствовать. Ну, вот. И там, конечно, выезжаешь, когда ты в ясную погоду, а тем более, когда светит солнце, либо же на перевале в зиму ты выезжаешь во все белое, то огромнейшая нагрузка на глаза просто до боли. Вот и все.
Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь.